Всем привет! Меня зовут Вера. Предыдущее видео на этом канале про беженцев в Быдгощ вызвало большой интерес. Тема иммиграции сейчас очень актуальна, и я решила ее продолжить, записать видео вот в таком формате. Поговорим сегодня про политическую миграцию 19-20 веков. По мнению некоторых историков, белорусские земли пережили уже 9 волн иммиграции. Это может быть политическая или экономическая миграция. Политическая иммиграция происходила после восстаний и войн. В 20 веке я выделяю две основные политические волны. Первая – это плюс-минус 1920 год. Это такой сложный период после революции, приход к власти большевиков, Первая мировая война, гражданская война, так называемая советско-польская война и понимание того, что большевики пришли на некоторый период. И сейчас они несут смертельную опасность для обеспеченных, образованных слоев общества. По источникам Красного Креста на 1 ноября 1920 года количество иммигрантов из Российской империи составило 1 200 000 человек. С территории современной Беларуси землевладельцы-католики уезжали в Польшу, поскольку знали польский язык. И люди также старались ехать в те населенные пункты, где у них уже были какие-то знакомые, родственники. И, например, в июле 1920 года многие землевладельцы со Слуцкого уезда отправились в Быдгощ. Здесь они основали союз поляков с восточных кресов, кресовый интернат, столовую для бедной интеллигенции, проводили благотворительные балы и чаепития. И эта активная деятельность не оставалась незаметной для города. Об этом писали в газетах. Но никто не думал, что им не суждено вернуться на родину. Тех, кто все-таки рискнул, ждала печальная судьба. И история Марии Гурской не самая трагичная. Напомню, она с семьей в 1927 году вернулась на территорию Западной Беларуси, вернулась в Барановичи. Но уже в 1939 году Советский Союз провел так называемый освободительный поход, в результате которого земли Западной Беларуси были присоединены к Советскому Союзу. Ну и тут же начались репрессии в отношении проживающего там населения. В 1940 году Мария с мужем и сыном Андреем были высланы в Алтайский край. После вмешательства ее хорошего знакомого, генерала Андерса, им удалось покинуть ссылку. Сначала это сделал ее сын Андрей, он уехал служить в Великобританию, а затем они уже с мужем тоже двинулись в сторону Ташкента. Но по дороге заболели тифом. И когда Мария вышла из состояния беспамятства, она не обнаружила рядом с собой своего мужа. Казалось, он умер, и его похоронили просто в степи, где не было какого-то населенного пункта, и никто не мог сказать, где же его похоронили. Но в дальнейшем ее судьба сложилась достаточно благополучно. Но не всем так повезло. И вторая волна 20 века – это период Второй мировой волны. Тысячи людей оказались за пределами Советского Союза. И я считаю, что репрессии 1930-х годов остановились только из-за войны. И неизвестно, сколько бы они продолжались. Люди, оказавшиеся в плену, автоматически становились врагами народа, предателями. И некоторые из них жили до войны уже в страхе, поскольку черный воронок приезжал к их родным, к их соседям, знакомым, и круг сужался. Некоторые успели поработать под немецкой оккупацией. Не обязательно это было тесное сотрудничество. Кто-то работал просто учителем в белорусской школе или издавал белорусские газеты.
Но этого было достаточно, чтобы опасаться за свою жизнь. Люди, которые решили не возвращаться на родину, содержались в лагерях для перемещенных лиц, так называемые лагеря ДП. К началу 1950-х годов они разъехались по разным странам. Это США, Канада, Великобритания, Австралия. Иногда лагеря формировались уже по национальному признаку, и так стали формироваться диаспоры. Около 10 тысяч белорусов отправились в Австралию, и там они поселились в Мельбурне, Сиднее, Аделаиде и Перте. В Великобританию в основном отправились солдаты армии Андерса. Они проживали в Лондоне, в Манчестере, Бранфорте, Ковентри и Кембридже. Немного белорусов осталось в Германии. В основном они сконцентрировались в Мюнхене. В США иммиграция шла с 19 века, с конца 19 века, и это была экономическая иммиграция, но уже после Второй мировой войны местная диаспора значительно увеличилась. И было очень много различных центров, например, это Чикаго, это Сан-Ривер, Кливленд и многие другие. В Канаде это Торонто. Что касается 19 века, то здесь я также выделяю две основные волны. Первая – это 1830-е годы. В первую очередь это повстанцы восстания 1830-31 годов. Они эмигрировали в основном во Францию, и там сохранилось много, в Париже сохранилось много их могил. Но самая большая трагедия XIX века для нашего региона – это восстание 1863-64 годов. В Беларуси оно известно как название Калиновского, в России – польский мятеж, в Варшаве – январское восстание. Разные названия для одного события. И его активно поддержала местная шляхта, образованные, обеспеченные люди. А тогда обеспеченный человек равно образованный. Многие участники восстания были казнены, другие сосланы в Сибирь с конфискацией имущества. Они лишились своих имений, родовых имений, которые принадлежали не одному поколению их семей. Судьбы этих людей сложились по-разному. Кто-то умер по дороге в ссылку, кто-то в ссылке, кто-то долгие годы не мог вернуться на родину. Даже после смещения наказания они не могли селиться в больших городах или на родине. И об одной трагической судьбе я расскажу в следующем видео. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Эти волны иммиграции – большая потеря для нашего общества. Мы лишились активных, образованных людей. И наша история, возможно, пошла по другому сценарию. Неважно, в какой точке мира вы находитесь, главное – ваша свобода. Когда вас накрывают грустные мысли, вспомните про людей, которые эмигрировали 100-200 лет назад. Тогда не было интернета, не было видео, телефонной связи, и даже письма отправлять было небезопасно. Цените это и живите сегодняшним днем. У нас появилась удивительная возможность изучать языки, другую культуру с погружением в нее, но в то же время сохранять и развивать свое, находить земляков в разных странах мира и размовлять на свое родное мове. Если вам понравилось видео в таком формате, ставьте лайки, и это будет мотивировать меня работать дальше и записывать больше видеороликов. На этом все, и до новых встреч. Пока! Нарешті прихильну